Привет, друзья! Я очень рад вас приветствовать на своем канале, посвященном винтажной аудиотехнике, переносной аудиотехнике. И хочу сказать огромное спасибо людям, которые меня поддержали после первых записей. Не только писали, даже и звонили, предлагали интересные аппараты для записи новых видео. Я обязательно этим воспользуюсь. По-прежнему буду стараться делать сравнительные тесты, но бывает и исключение, когда хочется сделать тест какого-то аппарата, который, произвел впечатление на тебя очень. И этим летом скажу, что я много выезжал на природу, и достаточно большие у меня были аппараты, и я их не мог с собой брать. Было неудобно. Я решил в Японии найти какой-нибудь интересный аппарат, заказать для того, чтобы можно было носить с собой. И хочу вам представить, вот он приехал, интересный, редкий очень аппарат, называется National F6 модель. Это аппарат для японского рынка. В европейское исполнение он также был. Точно так же назывался, только под брендом Panasonic. И незначительно отличаясь, я, конечно, стал, когда подготовился к этому сюжету, искать информацию об этом аппарате. Оказалось, информации очень мало. Очень мало. Он выпускался еще в 1983 году. Как оказалось, недолго. Европейцы вообще встречаются редко. Я нашел только несколько фотографий во всем интернете в исполнении европейском этот аппарат. И хочу вам показать. Вот европейский вариант. Вы извините за качество, к сожалению, выбора нету. Он отличается тем, что у него нету ручки уровня микрофона, а также некоторые регуляторы, они так сделаны больше заподлицо. Здесь они сделаны такими крупными, выпирающими. Ну, естественно, отличается и диапазонами, и немного оформлением. Но в принципе, что интересно, что это тот же аппарат, и даже под тем же индексом. Обычно, допустим, тот же Panasonic, который выпускавшийся вот в то же время, одновременно вышедший с этим Panasonic RX32, он выпускался, к примеру, для японского рынка под брендом National и маркировкой RX35. Здесь же маркировка точно такая же, отличия только совершенно небольшие. Ну, что сказать про аппарат? Сразу хочу сказать, что это не мини-аппарат, это скорее микроаппарат. Он достаточно маленький, чтобы вам было понятно, насколько он маленький. Я вот приложу сейчас кассету, вот немножко выше кассеты, достаточно маленький, динамички. Вот где-то 10 сантиметров, то есть раз, два, 3,5 кассеты, где-то 40 сантиметров он в длину, очень компактный, но очень, можно сказать, для этого размера наворочен. Что в нем интересного? Ну, во-первых, двухполосная акустика. Мало того, что она двухполосная, такие 1,5-сантиметровые высокочастотные твиттеры, я бы сказал, даже не могу сказать, это действительно пьезо или обычные, потому что достаточно небольшого размера для такого аппарата. В него умудрились вставить вот такой маленький счетчик, который работает. Человек, который делал в нем профилактику, удивился, когда, открывший его, обнаружил, что в нем 5 пасеков. Вы представляете, в таком маленьком аппарате используется 5 пасеков. 2 микрофона, которые размещены по краям, отдельные. Кстати, пробовал записывать на кассету
с микрофонов. Очень объемный звук получается благодаря таким разнесенным микрофонам. Очень классно. Хочу обратить внимание, сверху кнопочки очень похожи на всем известный, только что упомянутый Panasonic RX32 или National RX35. То есть кнопки такие же маленькие. Управление Soft Touch. Soft Touch управление очень мягкое, приятное очень касание. В принципе, здесь функций не так много. То есть моно-стерео амбиенс, кассета, радио, линейный вход, баланс, высокие и низкие частоты, громкость и переключение диапазонов. Хотя японский шрифт на нем, но в принципе нетрудно совершенно запомнить. Здесь всего несколько регуляторов и кнопок, потому все просто. Что еще меня поразило в таких маленьких размерах, это полный набор тюльпанов и подключений. Посмотрите, здесь не только линейный вход и линейный выход, и два микрофона можно подключить, и отдельную акустику можно подключить, ну, естественно, наушники и блок питания. Сейчас некоторые могут мне сказать: выносной блок питания, это не очень удобно. Я вам скажу, на самом деле удобно. Ну вот почему. Во-первых, для такого маленького аппарата это очень важно. И вы помните, в 1983 году какого размера были трансформаторы, которые надо было вставить в магнитофон. То есть он бы как минимум вот настолько еще увеличился в размерах. Соответственно, так как это микромагнитола, которую используют и носят с собой, таскать лишний вес никакого резона нету с собой. Потому я считаю, что это лучше. Мало того, он стал мультивольтажным. У меня есть блок питания на 9 вольт от другого магнитофона Sharp, и я подключил, и он работает совершенно прекрасно. И мне не надо думать, где 110-вольтовый взять блок. Потому я считаю, что это, конечно, плюс для таких маленьких аппаратов. Еще что меня поразило, здесь безумно длинная антенна. А антенна, когда ее выдвигаешь, она длиной 105 сантиметров. Для примера, вот здесь стоит 939, всем известный, в нем антенна 90 сантиметров. То есть на 15 сантиметров короче этой малышки. Для чего была такая сделанная? Но она действительно, когда ее выдвигаешь на этой малышке, она действительно выглядит просто каким-то супер длинным гигантом. Сама по себе магнитола сделана очень качественным пластиком. Если вам не видно, то это не просто красный пластик, он такой красный перламутр, знаете, как лак для ногтей. Очень качественный, толстый пластик. Это еще те времена, когда не жалели ничего. А посмотрите, сколько хрома. Но это же вообще. Для такой малышки хрома просто, я не знаю, чересчур даже. То есть аппарат маленький, но очень навороченный. Конечно, бывало и побольше я видал, но поверьте, за аппарат, который с собой можно носить, это за глаза. Хотел показать, как он работает. Давайте включим. Это, кстати, еще те аппараты, которые не надо было отдельно еще включать каким-то образом. Ты нажал кнопку play, и все работает. Сработал автостоп, и полностью аппарат выключился. Очень приятно работают кнопки.
Также, естественно, имеется поиск на одну композицию. Сейчас промотаем вперед. Вот, пожалуйста. Звук. Ну, конечно, звук. Мне кажется, благодаря этим высокочастотным динамикам на хорошем были динамики низкочастотные, что дало очень большой плюс звуку. Звучит он очень хорошо. Для своих размеров, конечно. Все основные функции больших аппаратов здесь имеются. Единственное, к чему кассетные деки можно придраться, поиск на одну композицию. Ну, если вы вспомните, как пользуетесь аппаратами, вы поймете, что, будем говорить, в 19 из 20 случаях, когда вы перематываете вперед на одну песню или назад на одну песню. Потому больше одной песни чаще всего и не нужно в таких аппаратах. Также, конечно, здесь имеется радио. Радио, кстати, 76 по 108. Менять свою жизнь, сделать, я не знаю, генеральную уборку в избушке, ступу починить. То есть 76, 108. И принимает все наши волны, никаких проблем. Но, если вы внимательно посмотрите, сейчас я увеличу, посмотрите, шкала какая. Здесь, кроме AM, FM, есть еще отдельно шкала TV. И подписаны каналы 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 12. Для тех, кто не в курсе, в Японии уже с 70-х годов для того, чтобы снабжать потребителя качественным стереозвуком телевидения, было придумано выделить часть FM-диапазона под звук от ТВ-каналов. И вам не надо было, нельзя было возможности получить качественный стереозвук по ТВ-сигналу. И вы могли просто поставить этот магнитофон на телевизор или просто подключить к нему наушники и слушать любое телевидение в стереозвуке с прекрасном качестве FM. Потому здесь выделили даже отдельный переключатель. Сейчас я вот так сделаю, чтобы было лучше видно. Есть AM, FM и TV. И уже здесь потребитель японский мог найти свой любимый канал. Конечно, в 1983 году, наверное, их было только 12 в Японии. У нас было 3, если все вспомните. И теперь это не так актуально. Теперь принимаются и стереосигнал телевизионными приемники, и такой проблемы нету. Но тогда это действительно было интересно. Не знаю, почему так у нас не сделать, ну, потому что, может, не развита была домашняя аудиотехника, приемники такого класса. Вот какой интересный аппарат. Что я хочу еще вам показать. Да, конечно, не показал вам его сзади. Сзади, в принципе, ничего особенного нету. Естественно, для 6 батареечек отсек. Никаких настроек, он совершенно ровненький. Вот есть интересное отверстие Matsushita. Мне нравится, чем аппараты. Они всегда заботились о своих потребителях и в аппаратах, где софт-тач управление, софт-тач, извините, и выключалось, допустим, электричество или садились батарейки,
и кассету нельзя было достать, так как головка не отходила, были специальные отверстия, где можно было просунуть отверточку, прокрутить маховик и освободить кассету. Насколько я понимаю, это отверстие вот как раз с этой целью. Оно не подписано, просто стрелочка, куда крутить. Видите? Сам по себе аппарат тяжеленький. Маленький, но тяжеленький, с учетом, что здесь нету даже блока питания, он выносной. Потому производит впечатление, в принципе, даже на меня произвел впечатление такой маленький аппарат. Я уже пробовал к нему MP3 плеер подключать, звучит прекрасно. И просто кассеты он записывает, кстати, оказалось очень качественно. И мне нравится это очень управление. Очень управление кассетной дейкой, которая вот срабатывает так мягко. Нажимайте стоп, и все выключилось. Были такие времена. Спасибо. Спасибо за внимание, спасибо, что заходите на наш канал. Хочу вас заверить, что в ближайшее время выйдет интересное видео. Я уже объединился с некоторыми людьми, и некоторые люди мне как помогают теоретически, то есть отдают советы, рассказывают, так и практически. Хочу спасибо сказать Игорю из белорусского города Борисова, который мне помогает и покупать, и реставрировать аппараты. Спасибо Олегу из города Клин, Московской области, который бесподобно мне рассказывает вещи, которых я не знал просто о аппаратах, и поддерживает меня в моем начинании. Спасибо Михаилу из Минска, который поставляет часто мне, продает очень интересные аппараты и восстанавливает их из руин, делает, ну, буквально лялечки, новые аппараты. Я скажу даже больше, что у человека просто золотые руки. Спасибо вам, что вы смотрите мой канал. Подписывайтесь, задавайте вопросы, давайте советы, пишите. Можете на e-mail, можете в канале писать в сообщениях. Огромное спасибо еще раз, что смотрите. Буду удивлять и дальше интересными вас аппаратами. И поверьте, впереди очень интересные есть аппараты. До свидания.